Всем привет! В кулинарной записной книге моей мамочки есть один из моих любимых рецептов. Там написано: пирог с заливкой, со сливами от Вали Шаховой. Я очень люблю этот пирог, он такой прям из детства. Я выросла в Крыму, и было очень много алычи, которая валялась под ногами. И это, наверное, один из таких доступных очень ингредиентов, из которого делалось все. Соусы, всевозможное варенье, компоты и вот этот вкуснейший пирог со сливой и сметанной заливкой. Ну что, готовы? Тогда начинаем. Для приготовления теста нам понадобится 100 граммов муки, 50 граммов холодного сливочного масла, 2 желтка, это около 40 граммов, 30 граммов сахара, 3 грамма разрыхлителя и немного соли. Итак, небольшая мисочка, 2 желтка, это около 40 граммов, сюда же сахар, перемешиваем. Не надо как-то прям взбивать это, просто перемешали, чтобы сахар объединился с желтками. Так, мука, разрыхлитель и соль. Оп, такой быстрый пирог. Это тоже перемешали. И, кстати, включите духовку на 180 градусов с конвекцией, с обдувом. Мука холодная, лучше прям взять замороженный кусочек сливочного масла и натираем его на мелкой терке. Вот так макаем в муку и перетираем в крошечку. Перемешиваем. Должна получиться такая крошка. Отправляем нашу крошку. Пока еще масло холодное, оно не должно нагреться. Отправляем крошку к яйцам с сахаром. И вымешиваем. Можно даже сейчас это сделать не руками, для того, чтобы лишний раз не прогревать тесто. Тогда оно получится очень рассыпчатое. А если прогреть его руками, нагреть масло, то тесто получится более тугое, плотное, забитое. О, все объединилось. Все, останавливаемся. Беру пищевую пленку, перекладываю в нее тесто. Добавлять муку не нужно, она здесь лишняя. Вот так разравниваю, вот так. Накрываю пленочкой, оборачиваю. И убираю в морозильник буквально на 10 минут, пока приготовлю сметанную заливку. Для приготовления сметанной заливки нам понадобится 200 граммов сметаны, жирность 15-20%, 50 граммов яйца, это приблизительно одно яйцо, 70 граммов сахара, 10 граммов кукурузного крахмала, пол чайной ложки без горки корицы, по вашему желанию. И у меня здесь 300 граммов слив. Слива может быть любая, как я уже говорила, алыча или вот такая, как у меня, большая синяя слива. Подготовим сливу. Разрежем ее пополам, достанем косточку и нарежем эти половинки на 3 части, каждую. Так. Если это алыча у вас, то вы просто режьте ее пополам и используйте половиночки. Уже дальше там ничего не нарезаете. Косточку только достаете. Засыпаем корицу так
сливу и перемешиваем, чтобы кусочки сливы обволакивались коричной пудрой. Если вы не любите корицу, просто не используйте ее. Отставляем пока в сторону и займемся приготовлением сметанной заливки. Отправляем в миску яйцо, сахар, перемешиваем венчиком, взбивать не нужно, просто хорошенько перемешать. Сюда же отправляю кукурузный крахмал. И перемешиваю до однородной консистенции, без кусочков и комочков. Отлично. Сюда же отправляем сметану. Сметана может быть холодной, комнатной температуры здесь сейчас не имеет значения. Абсолютно. Так. И перемешиваем. Сметанная заливка готова. Я использую вот такую форму для пирогов и тартов. Диаметр 20 сантиметров. Край у нее рельефный, высота 3 сантиметра. Смазывать ее ничем не нужно, она такая у меня антипригарная. Можем собирать пирог. Так, тесто у меня такое плотненькое, холодненькое, но оно очень быстро от тепла рук сейчас начнет нагреваться. Вот так разминаю тесто и поднимаю борт. Идем вот так вот от центра к краю, поднимаем бортик. Уложили тесто в форму, подняли краешек, бортик. Есть. Так, теперь выкладываем сливы. И заливаем нашу заливку. Заливка не должна доходить до края, буквально пару миллиметров, так как наша заливка при выпекании еще немного подымется. Итак, отправляем пирог в разогретую до 180 градусов духовку буквально на 30-35 минут. Время пролетит быстро, незаметно. Пирог простоял у меня в духовке 35 минут. Он готов, можем доставать. Так. О, какой красивый. Румяный. Боже. И этот сок от сливы очень красиво. И такой ароматный, пышный. Теперь обогреваю помещение. Холодно уже. Так, теперь нужно только дождаться, пока он полностью остынет. А это парочка часов. И потом отрежем кусочек и будем наслаждаться. Пирог остыл. Можем присыпать его небольшим количеством сахарной пудры. Вот так по краешку. Красиво. Центр оставим. Оп. Есть. Перекладываем пирог.
Друзья, настоятельно рекомендую вам приготовить этот вкуснейший пирог с заливкой. А больше рецептов вы, конечно, найдете на моем YouTube-канале Лиза Глинская «Готовим вместе», как сладких, так и соленых. Подписывайтесь на канал, комментируйте и давайте готовить вместе. Я помню, я обещала отрезать кусочек и показать, какой он на срезе, и подразнить вас. Давайте. Сливка перевернулась. Боже, я обожаю его со сливами. Смотри. Круто. Прощай, диета. Вообще, даже без зазрения совести. Очень со сливой, кисленько. Мамочка, спасибо. Валя Шахова, огромное спасибо, люблю всех.